Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа Манасе. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Сагынбая Орозбакова написан пятитомный роман «Манас» в прозе на кыргызском языке. Вот эта книга, она стоит перед вашими глазами. Затем я эту свою книгу перевел на русский язык и оба этих варианта выставил для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. Кроме этого, я выпустил рабочие тетради для учеников 8-10 классов для изучения эпоса Манас. И книги, и рабочие тетрадки прошли соответствующую экспертизу в Академии образования Республики, при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики. В настоящее время рекомендованы в качестве дополнительного учебного материала при изучении эпоса Манас. В настоящее время я работаю над вторым томом трилогии Манас Семитеем. Мною закончен первый том данного произведения. В настоящее время идет работа над вторым томом. С целью дальнейшей популяризации эпоса Манас я выпускаю видеоролики на кыргызском и русском языке в ежедневном режиме. Видеоролики на русском языке сопровождаются субтитрами на 112 языках мира. Это обозначает, что каждый житель нашей земли может познакомиться с эпосом Манас и моим произведением на своем родном языке или языке наиболее понятном ему. Поэтому у меня к вам просьба сообщить об этих видеороликах вашим друзьям, знакомым, родственникам, близким в странах дальнего и ближнего зарубежья. Тем самым вы внесете свой достойный вклад в дело распространения и популяризации эпоса Манас. Вот это все, что я хотел кратко рассказать вам об эпосе. А сейчас, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. И этот китаец стал для нас сущим бедствием, в сердцах произнес смуглый Алимсеид, одетый в красный халат и черную тюбетейку. К нам от народа не поступает, как раньше, денег. Если мы раньше брали добро преступников, то теперь лишились этого проклятия. Откуда этот несносный китаец встретился Кокчо? Он лишил нас хлеба насущного. Алмамбет решает дела виновных лиц по справедливости. Он выносит наказание в соответствии с их виной. Поэтому никто не дает нам ломаного гроша, и все уходят, не оглядываясь. Верно, горестно вздохнул рослый, скуластый доктор. Раньше Кокчо по всем спорным, трудным вопросам обращался к нам и просил совета. А теперь ему не досуг взглянуть на нас. Он слушает только Алмамбета. Как мы теперь избавимся от этого китайца? По-моему, это легко решаемый вопрос. С улыбкой проговорил среднего роста, чернобородый Бобек. Кокчо очень щедрый, великодушный человек. И если он лишится всего богатства, то будет ходить, как ни в чем не бывало. Но главный его недостаток – ревность. Если кто-то взглянет на его жену Акеркеч, он готов немедленно его зарезать. Давайте
мы, казахские вельможи, используем его ревность против китайца. Будем все время нашептывать ему на ухо, что Алмамбет очень близок с его женой. И тогда Кокчо из ревности прогонит отсюда Алмамбета или совсем его убьет. Очень дельный совет, восхищенно воскликнул доктор. Когда вельможи стали бурно обсуждать предложение Алым-Тиита, некоторым храбрым джигитам это очень не понравилось. Больше всего возмутился тому, что старшие товарищи так разбушевались, рослый, широкоплечий, светлолицый богатырь Абай. Что за вздор болтают аксакалы? Раздраженно подумал он. Почему они не могут открыто выступить против Алмамбета и стараются убить его втихаря, испугавшись, как бабы? Это смерти подобно, что нас так много, а мы боимся одного китайца. Что мы, слабаки или трусы, чтобы не справиться с ним? Казахи, героический народ. У нас самыми подлыми действиями считается тайное убийство или грязная клевета. Аксакалы неправильно рассуждают. По-моему, надо остановить их, опьяневших от избыточно выпитого кумыса. Такого поступка должна одолеть Алмамбета в открытом бою. Если они не могут справиться с ним, я сам возьмусь за это дело. Я распорю живот Алмамбету и избавлю от него казахов. Дождавшись удобного момента, чтобы высказаться, Абай обратился к товарищам, когда в юрте ненадолго воцарилась тишина. «Лучше нам подохнуть, чем считать себя людьми», — зло сказал он. «Не лучше ли отвести Алмамбета в сторонку и зарезать, чем вести себя, как бабы? Что он один может делать? Зачем клеветать на него? Это не по-мужски. Если мы даже убьем его, никто не будет искать Алмамбета. Никто не спросит за него. Убьем его собачьей смертью». Сидевший рядом с ним среднего роста, полноватый Лимбай, одетый в красный халат и черные сапоги, насмешливо посмотрел на Абая. «Ты сейчас такой храбрый из-за того, что напился кумыса», — проговорил он. «Но тебе не одолеть Алмамбета». «Почему?» — сердито спросил Абай. «Возможно, я не сильнее него, но ничуть не слабее». «Нет», — отрицательно покачал головой рослый, скуластый, худощавый Селимбай. «Элимбай говорит правильно. Как бы ты ни был силен, тебе не справиться с Алмамбетом». «Почему?» «Если ты силен, то наверняка можешь сравниться с его отцом Сурандуком. Но ему не удалось справиться с Алмамбетом. Погнавшиеся за ним богатыри во главе с Кунурбаем также не смогли его победить. Я убью китайцев внезапным ударом ножа. Если ты нападешь на Алмамбета, там же и сдохнешь. К тому же он сейчас завоевал доверие и уважение всех казахов своей справедливостью. Сыновья Айдархана сейчас без него ничего не решают. Поэтому тот, кто троллит Алмамбета, станет врагом народа». «Селимбай прав», — поддержал друга Лимбай. «Тому, кто станет тягаться с Алмамбетом, не сдобровать». Услышав слова старейшин, Абай поневоле растерялся. «Аксакалы правы», — уныло подумал он. «Алмамбет очень сильный воин. Хотя я не видел, как он сражался с китайцами и победил их хваленных богатырей, то много слышал об этом. Этому можно верить или не верить. Но за эти 9 лет я своими глазами видел, как он ходил к калмахам, китайцам и угонял у них скот. Я сам участвовал в этих походах и
где Алмамбет показал себя истинным храбрецом. К тому же сейчас он очень популярен в казахах. И если кто-нибудь дотронется до него, казахи такого человека растерзают на куски. Поэтому не стоит геройствовать, надо сидеть тихо. Тот, у кого нет забот, полнеет от сырой воды, а у тот, у кого нет жены, все время тянется к дому, где проживают молодые девицы. Не стоит не подавляться им и бушевать. Поразмыслив, Абай умолк и больше не проронил ни слова. Но через некоторое время он озабоченно посмотрел на сидевших в юрте. Тогда каким образом мы уничтожим этого проклятого китайца? Спросил Абай. Для этого годится только один способ, ответил Илимбай. Мы должны воспользоваться советом Бобека. Необходимо постоянно говорить Кукчо о теплых отношениях его жены, Алмамбета, возбуждая его ревность. Надо натравить Кукчо на Алмамбета и говорить: приблудный китаец не сделает тебе добра, если зарезал своего отца, соплеменников. Разве такой человек пощадит тебя? Алмамбет путается с Акаркеч, чтобы отобрать ее и убить тебя. Илимбай подал прекрасную мысль, воскликнул Селимбай. Но Кукчо ни за что не поверит нам, если скажем ему об этом сами, будучи мужиками. Поэтому давайте присоединим к себе Удайбек, младшую жену Кукчо. Если она начнет клеветать на Алмамбет, то Кукчо быстрее поверит ей. Правильно, правильно, загалдели все вокруг. Рыжий, скуластый Алмусиит, до этого не принимавший участие в разговоре, горестно покачал головой. Господа, сказал он, Кукчо все равно не поверит нам, потому что хорошо знает, что Хакеч верная, преданная жена. Мы зря потратим силу на этом направлении и опозоримся. Надо придумать что-то другое, чтобы извести Алмамбета. Ладно, улыбнулся Селимбай. Допустим, согласен с тобой. Тогда дай нам совет, как нам уничтожить Алмамбета. У меня нет никакого предложения, печально ответил он. Но я обязательно найду какую-нибудь хитрость. Если хочешь, находи, великодушно решил Селимбай. А до этого мы начнем клеветать на Алмамбета и Акаркеч. Если Китай впадет в немилость Кукчо, не сможет уделять внимание народу, будет лишен возможности остаться среди казахов. Все вельможи согласились на это предложение, усердно стали хаять Алмамбета. Куда бы ни направился Кукчо, на охоту, в горы или на пастбище, чтобы проведать скот, они изо всех сил старались очернить доброе имя его жены. Твоя жена очень близка к Алмамбету, говорили они. Вдвоем они замышляют убить тебя из-за того, что стали твоими врагами. В конце концов, поверив этим словам, Кукчо стал подозревать Акаркеч в измене. Почему я не верю приближенным? Подумал про себя. Они мне не чужие, а родственники и друзья. Все они доказали свою преданность в многочисленных походах против врагов. Если вельможи будут рядом, меня никто не одолеет. И если они будут сильны и богаты, мне ничто не угрожает. И если погибнут, то и мне придет конец. Почему в таком случае я не верю их словам? Как это может быть, чтобы все были виноватыми, и только один Алмамбет прав? Не буду дракон, устрою слежку за женой. Возможно, и самому удастся поймать их за прелюбодеянием. После этого Кукчо, применяя различные ухищрения, возвращался домой внезапно, тщательно контролировал жену. Но как он ни старался,
он ни в чем не смог уличить Акартеча. Тогда Кукчо оставил свои тайные действия. В один из дней, придя вечером домой разозленным, он подверг жену допросу, обвиняя ее в том, что она любовница Алмамбета. Акартеч пришла в бешенство и с удивлением посмотрела на мужа. Что такое болтает Кукчо? Гневно подумала она. Какую глупость он несет? Когда я успела стать любовницей Алмамбета? Кто это видел? Кто схватил меня за ногу? Я знала, что Кукчо туповат, но не думала, что он до такой степени дурак. Права пословица, что у богатырей силы много, а ума мало. Как Кукчо может подозревать в измене такую честную женщину, как я, и Алмамбета, который от всей души служит нам и помог разбогатеть не только ему, но и всем казахам? Оказывается, мой муженек форменный негодяй. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.